Ребят, я хочу попробовать новый формат видео. Если вам понравится, я буду продолжать выпускать такие ролики. С вас лайки и комментарии. Приступим. Прошло более 3 десятилетий с тех пор, как голый Арнольд Шварценеггер впервые продемонстрировал нам молчаливого Т-800. Сам фильм Джеймс Кэмерон снял еще в 1984 году. Знаете, что было самым шокирующим в этом фильме? Арнольд Шварценеггер работал с оружием каждый день в течение месяца, чтобы подготовиться к роли. Первые 2 недели съемок он практиковался в разборке и сборке оружия с завязанными глазами, пока движения не стали автоматическими. Как машина, он часами проводил на стрельбище и тренировался с различным оружием. Не моргая или глядя на него во время перезарядки или взведения, он отрабатывал различные движения до 50 раз. Поистине невероятный актер. Известный режиссер Джеймс Кэмерон снял сиквел Терминатора спустя 7 лет. Терминатор 2 заработал сотни миллионов кассовых сборов и несколько номинаций на премии. Если говорить о величайших боевиках, когда-либо снятых, то иностранные дистрибьюторы охотно подписались под этим фильмом. Кстати, его бюджет был более чем в 10 раз больше, чем у оригинального фильма, что делало его самым дорогим фильмом в истории на тот момент. И это еще не все. Печально известный перфекционист Джеймс Кэмерон был настолько суров со многими членами съемочной группы, что они начали носить рубашки с надписью «Терминатор 3 Not With Me Hilarious». Напишите в комментариях, что значит эта фраза. После долгого, почти 12-летнего перерыва, 3-я часть франшизы о Терминаторе наконец-то вышла на большие экраны в 2003 году. Но на этот раз его снимал режиссер Джонатан Мостоу, который немного подвел любителей франшизы. Но это все равно не помешало главной суперзвезде Арнольду Шварценеггеру усердно готовиться к роли в свои 52 года. Он тренировался в течение 6 месяцев около 3 часов в день. За день до начала съемок, по его словам, у него был точно такой же вес тела и размеры мышц, как и 12 лет назад. Но это стоило того, ведь его гонорар за эту роль составил колоссальные $29 миллионов, что было рекордом на то время. «Хроники Сары Коннор» — это телесериал, запущенный в 2008 году, и рассказывалась в нем история Сары и Джона Коннора после событий Терминатора 2. Продюсер Джош Фридман считал сериал отдельной временной шкалой, которая игнорировала события, начавшиеся в Терминаторе 3. В сериале так и не принял участие Арнольд Шварценеггер, даже после того, как он так хорошо зарекомендовал себя среди фанатов. А в 2012 году даже были созданы онлайн-петиции, чтобы сериал вернули на экраны и продолжили снимать 3-й сезон. Кампания по возвращению сериала продолжалась даже в течение 2015 года, но, к сожалению для всех, это так и не было реализовано. «Терминатор. Да придет Спаситель» был снят новобранцем МакДжи в 2009 году с Кристианом Бейлом и Сэмом Уоррингтоном во главе звездного ансамбля. Но несмотря на это, фильм стал огромным разочарованием и считается худшим во франшизе. Кристиан Бейл позже заявил МакДжи, что он не может снять фильм достойно, исходя из его послужного списка. Но МакДжи в конечном итоге убедил Бейла дать ему шанс, чтобы он мог развиваться как режиссер. Но боже, мы все видели, чем это обернулось, не так ли? Фильм был чем угодно, но только не спасением для режиссера. В середине 2015 года франшиза «Терминатор» пережила еще одну перезагрузку, и мы увидели «Терминатор Генезис». Несмотря на то, что в фильме снималась звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк и также вернулся Арнольд, фильм не имел успеха ни у критиков, ни в коммерческом плане. И, наконец, «Терминатор. Темные судьбы» 2019 года. После серии фильмов, которые поклонники Терминатора хотели бы забыть, в память о культовой серии режиссер Джеймс Кэмерон согласился помочь спасти тонущий корабль франшизы от исчезновения. По словам Джеймса Кэмерона, этот фильм является прямым продолжением фильмов «Терминатор» и «Терминатор 2». «Терминатор. Темные судьбы» игнорирует события предыдущих фильмов, а также события недолговечного сериала «Хроники Сары Коннор», потому что Кэмерон не участвовал ни в одном из них, так как он был разочарован теми фильмами. Кэмерон заявил в 2017 году, что он хотел бы разработать правильный сиквел, а это означает, что события предыдущих фильмов происходят в альтернативных вселенных. Итак, это мое первое видео в таком формате, так что если оно вам зашло, я прошу не полениться и поставить лайк, чтобы я понял, что стоит продолжать выпускать подобные ролики. И если вы досмотрели до этого момента, то залетайте на канал, там еще много интересных роликов о съемках фильмов. Уверен, что вам понравится. Всем до скорого.